Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти и даже мини-влоги о моей жизни вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. К слову, друзья, прошу отнестись с пониманием и не обижаться. Аудитория значительно выросла, нас уже почти 40 тысяч, и это число растет с каждым днем. Это, конечно, очень здорово, но я уже не имею возможности отвечать на вопросы лично и персонально, просто нет времени. Не забывайте, что я веду свою деятельность в одиночку, на общественных началах и некоммерческой основе. Однако я отвечаю на вопросы централизованно и ежедневно, как раз в нашем телеграме. Поэтому подпишитесь на него, и будет вам счастье, вы обязательно получите желанные ответы. Ну а сейчас к теме лекции. Помимо уже разобранных нами ранее, одними из самых актуальных вопросов, интересующихся условиями жизни после смерти биологического тела, остаются вопросы, касающиеся будущих встреч с родными и любимыми. Отрадно, что эта тема стоит в центре внимания абсолютного большинства людей, так как это уверенно показывает, что духовные и семейные ценности остаются для нас наиболее близкими, несмотря на то, что на протяжении столетий определенные силы в своих корыстных интересах и погоне за деньгами и властью пытаются столкнуть мир в тотальный материализм и даже смогли в этом весьма преуспеть. Это уверенно показывает, что рано или поздно человечество отринет оголтелый материализм-эгоизм и обязательно придет к осознанию критической важности безусловной любви ко всем, получения знаний, отказа от зла и распространения добра. А пока давайте разберемся, что будет, если после смерти один из любящих супругов или родных людей оказывается в более высокой сфере того света, а второй в более низкой. И означает ли это, что они никогда не встретятся, как волнуются те, кто и задает эти вопросы? Прежде всего, мне нужно сказать, а вам критически важно осознать и запомнить, как Отче наш, что любой страх – это самая негативная из всех возможных эмоций, значительно ухудшающая вашу жизнь и приводящая вас к воплощению самых неприятных событий в ней. Первое и чуть ли не самое главное, чему нужно научиться за время земного воплощения – это контролировать свои страхи и ничего не бояться. Ведь страх – это тоже мысль, а значит и инструмент творения реальности вокруг себя. Ваша мысль в прямом смысле слова создает вам окружающую вас реальность. Позитивная мысль равно позитивная реальность. Негативная мысль создает негативную реальность. Большое же количество страхов порождает ужасную реальность, выстроенную вашими же собственными руками. Встает вопрос, зачем же вы сами творите для себя ужасную реальность? Страх должен оставаться полезной функцией спасения своего тела в редких случаях возникновения серьезной опасности, и не более, для чего он и создавался и вкладывался в наши тела и души Творцом. Он не должен порабощать ваше сознание и брать вас в заложники, заставляя бояться всего вокруг, как это сейчас происходит с большинством людей. Разумеется, понятно, что есть определенные силы, заинтересованные в том, чтобы мы все боялись. И у них на вооружении есть огромные медиамахины, все эти новости, ток-шоу, целые ассортименты манипуляций и страшилок. Но на то нам и дан ум, чтобы понимать это и противостоять этому, не позволяя собой манипулировать и погружать себя в страхи. Страх никогда не встретиться с умершими любимыми, разминуться, не дождаться, быть разлюбленными и так далее не исключение. Запомните главное:
Если вы хотите, чтобы что-либо когда-либо не случилось, нужно перестать этого бояться. Вот так все просто. И это не должно вас смущать и порождать недоверие, ибо, как известно, все гениальное просто. Далее. Обычно любящие друг друга истинной и взаимной любовью духовно схожи и близки. Поэтому логично, что абсолютное большинство, особенно если речь идет о супругах и любящих парах, после смерти сразу воссоединится со своими родными и любимыми без каких-либо осложнений. Однако изредка бывают случаи, когда люди сильно различаются по уровню духовного развития, ввиду чего после Великого Перехода, называемого у человечества смертью, оказываются на разных уровнях того света, в разных условиях и в разном окружении. И снова, чтобы вы не пугались и не боялись, особо подчеркну, что это происходит редко. Абсолютное же большинство родных и взаимно любящих душ воссоединяется сразу после завершения земной жизни. Разделение может произойти в силу различных обстоятельств. Например, жена на протяжении жизни оставалась верующей, интересовалась вопросами жизни после смерти, занималась йогой и духовным просветлением, помогала страждущим. А муж был зациклен на карьере, сосредоточен исключительно на заработке, статусности и прочих исключительно материальных вопросах, а также погряз в различных страхах, о которых я уже сказал. После смерти она будет притянута к более духовному и прекрасному миру того света, а он рискует оказаться привязанным к Земле или просто попасть в сферу, которую населяет большинство среднестатистических людей, условия в которой, конечно, гораздо лучше, чем на Земле, но все же это еще далеко не рай. Обобщенная информация изучения потустороннего мира показывает, что супруги, родственники, любовники и друзья, разделенные различными уровнями духовного мира вследствие различных причин, включая, но не ограничиваясь описанными, не могут соединиться сразу. Об этом говорят свидетельства Эммануила Сведенборга 300-летней давности, исследования Алана Кардека, проведенные 150 лет назад, современные изыскания профессора Всеволода Запорожца и многие другие источники, ссылки на которые мы предложили вам в разделе о канале, вкладке «Сообщество» и любой нашей книги из цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». Об этом говорят испытавшие клиническую смерть и вернувшиеся после нее в результате реанимации. Об этом говорят отчеты спиритической и инструментальной транскоммуникации. А если учесть, что все на том свете определяет закон соответствия и духовной близости, значит очевидно, что все так и есть. И снова обращу ваше внимание, не торопитесь пугаться и запускать в свою душу разъедающий ее страх. Наш единый любящий Отец устроил все так, что ничто никогда не кончается и не фиксируется навсегда. Религиозные сказки про вечные муки или вечное же наслаждение в раю потому и являются сказками, что не отражают реальности от слова совсем. Вселенная не статична по своему устройству. Она все время движется и меняется. Человек, как неотъемлемая часть этой вселенной, тоже. Ему всегда дается еще один шанс и еще одна возможность измениться, исправить ошибки, получить знания, продвинуться вверх по лестнице духовного развития, стать лучше, чище и добрее. Любовь же и тяга к ней вообще всегда и без исключений встречает всю возможную помощь Вселенной, которая только может быть. Поэтому, если после смерти любимые люди оказываются разделены границей духовных сфер, тот, кто находится выше, имеет возможность периодически спускаться в более низкую сферу и помогать тому, с кем его связывают узы любви. Второй, в свою очередь, отвечает на это предложение помощи, работает над собой, растет духовно и рано или поздно переходит в более высокую сферу к своему любимому человеку, и они соединяются.
Те, кто находится в более низких духовных сферах, не имеют возможности подняться выше в один миг в силу ограничений естественных законов мироздания, главным образом закона соответствия. Они не могут находиться в мире, который не соответствует уровню развития их души. Более медленные вибрации вещества, из которого состоит тонкое тело, не позволяют этого. Никаких границ, никакой бдительной стражи, никаких разрешителей, небесных чиновников, запретов и условий нет. Человек все определяет сам, состоянием своего внутреннего духовного мира. Он может открыть для себя более высокую духовную сферу, настроив свое сознание на более высокую частоту. Главное – это желание и устремление к этому. Потому должна последовать работа, зачастую совместная с другими, чтобы это произошло. Но это приятная работа со счастливым завершением. Заниматься такой работой – одно удовольствие. Некоторые наблюдательные люди могли заметить, что после смерти их родных, любимых и близких людей они очень сильно меняются. В процессе горевания происходит духовный разворот, а чуть позже появляется тяга к знаниям, к изучению потустороннего мира, к смене профессии, к распространению вокруг себя света и добра, к помощи окружающим, к увеличению общего уровня любви. Еще через какое-то время приходит и душевный покой за ушедших родных, и абсолютная уверенность в том, что у них все хорошо. Это говорит о том, что ваша совместная работа по синхронизации духовного уровня, чтобы после смерти оставшегося жить на Земле воссоединиться на одном и том же уровне, уже началась. Ушедший любимый человек уже начал помогать и делает это весьма эффективно. Вы вместе растете духовно, даже несмотря на то, что пока и разделены завесой между мирами. Если вы один из тех, кто ощущает такие позитивные перемены, поблагодарите своего родного человека и Господа Бога и не сходите с этого пути, так как это великий дар пробуждения, который призван наполнить вас любовью и быстро соединить с любимыми после смерти без каких-либо осложнений. Бывает и обратный процесс, когда оставшийся жить после смерти родного человека проваливается в бездну горя и отчаяния, приходит к ненависти к Богу, к обвинениям его в случившемся несчастье, утрачивает веру и закапывает свою жизнь. Такие люди сами закрываются от любой помощи. Известно, что близкие к Земле неблагополучные астральные сферы переполнены такими сбившимися с пути душами, страдающими и мучающимися на протяжении десятков, сотен и даже тысяч лет. Желающие помочь им силы света, ангелы, наставники и близкие не могут этого сделать, так как своим отчаянием они сами наказывают себя, закрывают себе путь в благополучные миры того света, отвергают любую помощь, возможность возвыситься и попасть в прекрасные реальности духовного уровня бытия. Все эти состояния, влияния, тенденции и пути можно увидеть уже здесь, во время земной жизни. Я постоянно общаюсь со страдающими вдовами и матерями усопших детей, пытаюсь помочь им знанием о продолжении жизни после смерти и утешением о том, что счастливая встреча с их половинками и детками обязательно состоится. Одни из них откликаются на эту помощь, и пусть не сразу, но день за днем, шажок за шажком выходят из пучины мрака на свет, к душевному покою и возможности направить свою боль на созидательные цели и помощь другим. Видеть их успехи – невероятная радость, гордость и счастье. А еще спокойствие за их посмертную судьбу, ведь она гарантированно будет великолепной. Другие же настолько зарылись в яму горя, придавили себя плитой отчаяния и присыпали сверху пластом депрессии, что в каком-то смысле даже начали получать удовольствие от этого состояния. Они брызжут ядом, ненавистью и агрессией, когда кто-либо предлагает им помощь, хулят Бога и мечтают только о смерти. Они не понимают, что подобным состоянием не только вредят себе, бессмысленно тратят бесценное время земной жизни,
но и вместо приближения еще и отдаляют встречу с теми, по кому тоскуют. Ведь она не сможет состояться до тех пор, пока они не откроются, не отрекутся от тьмы и не направятся к свету. Наступление смерти, как они думают, в этом случае, к сожалению, никак не поможет им быстрее встретиться с любимыми. Наш огромный, удивительный и непознанный мир устроен так, что всем и всегда, раз за разом, бесконечно предоставляется еще один шанс и протягивается рука помощи. Разлученные смертью супруги, любимые, родные и близкие всегда имеют возможность соединиться в прекрасном мире той стороны и продолжить совместный путь. Духовно различающиеся люди, после смерти разделенные границами того света, неизменно получают шанс вырасти до соответствия друг другу, преодолеть эти границы и соединиться. А вот принимать этот шанс или отказываться от него каждый решает сам, в зависимости от его желаний, от его соответствия свету, любви и добру или их отсутствия. Творец Вселенной никого не наказывает, стремится заключить всех в свои любящие объятия, дает возможность сделать любой выбор и никак не препятствует ему. Этот выбор всегда остается за нами. На сегодня это все, дорогие друзья. В следующий раз я дам давно ожидаемый многими ответ на вопрос, есть ли секс на том свете, и подробно разберу эту волнующую огромное количество людей тему. Не забудьте про наш Телеграм, там интересные публикации продолжаются постоянно, в течение всего дня и без выходных. Встречаемся, как обычно, послезавтра на нашем канале. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.